поклонники и самые близкие друзья все еще не могут смириться с тем, что артиста не стало. В 2022 году скончался солист «Ласкового мая» и большой любимец женщин, певец Юрий Шатунов. Утрата такого артиста стала большим потрясением. Пышущий здоровьем и жизнерадостный артист ушел из жизни всего за несколько часов. Спасти звездного пациента не сумели ни врачи, ни вовремя спохватившиеся друзья. В этом видео я расскажу о последних новостях, связанных с фамилией Шатунова, о его семье, о судебных тяжбах с Разиным и замужестве Светланы Шатуновой. Смотрите до конца, не переключайтесь. Продюсер Андрей Разин, известный сотрудничеством с группой «Ласковый май», уехал из России после возбуждения против него уголовного дела. Ранее в Таганский районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании продюсеру меры пресечения в виде заочного ареста. До этого стало известно, что Разин в настоящее время скрывается от следствия на территории штата Флорида в США, в частности в городе Майами. У продюсера там есть дальние родственники, которых он часто посещал. В 2022 году или 2023 Андрей Разин перебрался туда окончательно. При этом представитель музыкального продюсера Александр Жарков ранее заявил, что Разин не скрывается от следствия, а продал дом в России и уехал в США якобы для проведения медицинской операции. Жарков также утверждает, что у Разина нет американского гражданства. Из США он переехал в Турцию, где получил паспорт этой страны, сообщил адвокат. Уголовное дело ранее было возбуждено в отношении Разина по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, продюсер «Ласкового мая» использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым, чтобы присваивать себе лицензионные выплаты за хиты группы. По данным следствия, с помощью этой схемы Разин заработал около 500 миллионов рублей. При этом сумма может вырасти до конца расследования. Потерпевшей по делу признана вдова поэта-песенника. По информации правоохранительных органов, уголовное дело в отношении Разина включает в себя эпизод, связанный с незаконным присвоением лицензионных выплат, полагавшихся поэту Сергею Кузнецову за использование песен группы «Ласковый май». Кроме того, в материалах дела недавно появился новый эпизод, касающийся мошенничества, совершенного путем фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым. Первоначально дело было возбуждено в 2021 году в связи с присвоением денежных средств, предназначенных для лицензионного вознаграждения Кузнецова. Следствие полагает, что продюсер на протяжении длительного времени использовал фиктивный договор с Кузнецовым для получения денежных средств, выступая в качестве неправомерного правообладателя музыкальных произведений. Согласно данным экспертизы, подтвержденный материальный ущерб по делу на данный момент составляет около 500 миллионов рублей. Однако эта сумма может быть скорректирована в ходе дальнейшего расследования. Позднее семья солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова оценила размер ущерба по уголовному делу в отношении продюсера Андрея Разина в 1 миллиард рублей. Об этом рассказали в окружении семьи певца. Ранее суд в Оренбурге в рамках рассмотрения апелляционной жалобы отказал Разину в правах на 23 песни «Ласкового мая», которые Сергей Кузнецов продал Шатунову. Адвокат, представляющий семью Юрия Шатунова, сообщила, что расследование в отношении Разина началось в 2021 году. Согласно материалам дела, подлинный договор 2013 года, подписанный Шатуновым, предоставлял продюсеру лишь право публиковать сведения о группе в СМИ. Бумаги же, появившиеся в 2025 году, подлинными не являются. Их изготовили на основе исходного двухстраничного соглашения, разъединив оригинальные листы и дополнив их чужими текстами. Это позволило Разину и его представителям каждый раз приносить в суд новые поддельные версии документа в качестве доказательств. РИА Новости 5 декабря сообщила о намерении Разина подать иск на $300 миллионов против стриминговых сервисов с требованием удалить песни Юрия Шатунова. Продюсер и глава лейбла World Media Alliance Георгий Сергеев требует удалить 30 альбомов Шатунова с сервисов Apple, Spotify, Amazon, ВКонтакте, Яндекс и других. Основанием, утверждает Разин в письме, является то, что он обладает правом на товарный знак Юрий Шатунов, а стриминговые сервисы нарушают его авторские права, размещая музыку Шатунова. Андрей Разин в письме указывает, что совместно с Сергеевым обратится в окружной суд Нью-Йорка с иском, если их требования не будут выполнены.
Сергей Кузнецов создал «Ласковый май» в 1986 году в Оренбурге, где солистом стал Юрий Шатунов. Коллектив просуществовал до 1991 года, после чего Шатунов занялся сольным творчеством. В июне 1922 года артист скончался от обширного инфаркта, а спустя полгода умер и сам Кузнецов, также от сердечного приступа. После смерти Шатунова его семье пришлось вступить в судебные разбирательства с Андреем Разиным и компанией World Media Alliance Label. Несколько лет Разин передавал разным исполнителям права на композиции «Ласкового мая», опираясь на договоренность с Кузнецовым начала 90-х. Однако в 2019 году основатель коллектива оформил на Шатунова исключительные права на 23 песни, включая «Белые розы», «Пусть будет ночь» и «Месяц июль». После смерти певца его родственники подали в суд, добиваясь признания этих прав. Поскольку Разин не смог предоставить оригинал соглашения 1992 года, суд поддержал сторону семьи Шатунова. В августе 1924 года вдова Светлана Шатунова и дети артиста подтвердили свое исключительное право на произведение, которое исполнял Шатунов. В 2022 году мир лишился Юрия Шатунова, и с его уходом в сердце семьи образовалась незаживающая рана. В Германии, вдали от шумной славы, остались его вдова и двое детей. Те, кому теперь предстояло учиться жить без опоры, без любимого человека, который был для них целым миром. Спустя время до поклонников дошла горькая и одновременно светлая весть. Светлана Шатунова, долгие годы делившая с Юрием радость и заботы, вновь обрела любовь. В 1925 году она тайно вышла замуж и обвенчалась с новым избранником. Церемония прошла почти незаметно, без блеска софитов и толпы репортеров. Сын и дочь Юрия отнеслись к выбору матери с глубоким пониманием. Взрослые Денис и Эстелла, переживавшие невосполнимую утрату, поддержали Светлану, признав ее право на счастье. Это стало ударом для тех, кто жаждал увидеть семейный раскол, но в этой семье горе лишь сплотило близких. После смерти мужа Светлана на целый год словно исчезла из публичного пространства. Боль потери была слишком острой, чтобы делиться ею с миром. Но рядом всегда были дети, сын Денис и дочь Эстелла. Они стали для матери не просто поддержкой, а настоящим щитом, укрывавшим ее от безжалостного внимания публики. Светлана всегда старалась оградить их от вспышек фотокамер, оберегая их детство и юность от лишнего шума. Постепенно она начала возвращаться в медиапространство, но лишь ради того, чтобы почтить память любимого мужа. Ее появление на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей» в 2025 году и участие в концерте памяти Шатунова тронули сердца многих. Тогда же появились первые слухи о новом романе. СМИ опубликовали неоднозначные фото и поспешили окрестить Светлану веселой вдовой. Боль утраты усугубилась затяжным конфликтом с Андреем Разиным. Продюсер, живший в США, больше года вел судебную борьбу за авторские права на песни «Ласкового мая». Он не раз упоминал в прессе имя вдовы и детей Шатунова, и почти всегда в негативном ключе, добавляя горечи их без того тяжелой ситуации. Но Разин проиграл суд, а семья Шатунова продолжила идти своим путем, бережно храня память о Юре и стараясь построить жизнь заново. Теперь Светлана Шатунова вновь замужем, и кажется, впервые за долгое время в ее глазах светится надежда. Ее избранник Аркадий Кудряшов. Аркадий Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой. Бывший концертный директор, который много лет был правой рукой Юрия, он не отвернулся от семьи в час беды. Напротив, стал опорой в сложных юридических спорах с Разиным, поддерживая Светлану и детей в самые темные дни. Именно Аркадий, верный друг и надежный товарищ Шатунова, стал ее вторым мужем. Он нашел путь к сердцам Дениса и Эстеллы, искренне полюбив их как родных. Кудряшов никогда не искал дешевой славы, скромный, порядочный, компетентный. Он долгие годы представлял интересы Юрия, был вхож в семью и знал ее изнутри. Новость о новом браке разделила поклонников на два лагеря. Одни принялись строить догадки, когда начался этот роман, не слишком ли рано. Другие восприняли известие болезненно, сочтя повторный брак предательством памяти кумира. Но есть и те, кто понял, жизнь продолжается, а право на счастье не имеет срока давности. Светлана приняла решение носить двойную фамилию Шатунова-Кудряшова. Это не просто формальность, а осознанный выбор, полный глубокого смысла. Так она навсегда сохранила связь с Юрием, подчеркнув, он всегда будет частью ее жизни, ее сердца, ее судьбы. Денис и Эстелла растут,
зная отца не только как легенду эстрады, но и как любящего родителя. Они видят его на видеозаписях, слышат голос на пластинках, и для них он не икона, а живой человек, часть их семейной истории. На сегодня у детей Юрия Шатунова свои пути и устремления. Денис воплощает детскую мечту, учится на пилота в гражданской авиации. Об этом Светлана рассказала в сентябре 2025 года на программе «Привет, Андрей». Эстелла увлечена кулинарией, у девушки и музыкальный дар. В 23 году на концерте памяти отца она вместе с братом вышла на сцену и исполнила под фонограмму «Седую ночь», одну из самых любимых песен Юрия. Творчество Юрия Шатунова продолжает жить. Официальный сайт и соцсети артиста поддерживаются семьей и Аркадием Кудряшовым. Здесь публикуют архивные материалы, сохраняя живую связь поколений поклонников. Могила Юрия на Троекуровском кладбище в Москве стала местом паломничества. Каждый день сюда приносят белые розы, знак вечной любви и благодарности тех, для кого его песни стали саундтреком жизни.